Так, друзья, всем привет! Мы вчера спустились с Маттерхорна. У меня сели все аккумуляторы, поэтому извините, я не смог записать много нормальных видео. Там буквально по 1% оставалось. Вот, вчера с верхнего приюта на Маттерхорне, там что-то вроде в районе 4000. Мы спустились, потому что ничего не работало ночью. Где-то к 2 часам в Цермат. Расстояние бешеное, я вам скажу, еще после веселого восхождения было очень интересно. И сразу поехали сюда. Утром прибыли в Шамани. Мы в Шамани, всех приветствую из столицы мирового альпинизма. Так, вот еще познакомьтесь, Виктор, участник нашего веселого эпического восхождения. Витя 10 лет не ходил в горы, 10 лет назад пятерки ходил, а потом что-то расслабился, не ходил, и тут попал в такую жесть. Я не знаю, жесть. У этого человека стальные, вы поняли, что, потому что... Либо психика нарушена, потому что понравилось. Потому что, ну, такое вытерпеть человеку, который 10 лет не ходил в горы и физически не отставал никогда, и там спать в холодных всяких в снежных гребнях. Первая моя холодная. То есть 2 подряд холодные, настоящие холодные. Даже у меня таких не было. То есть без ковров, просто в снегу, на рюкзаках, трусясь в спальниках, которые промокают сразу же. И мы сейчас вот стоим тут в футболочках и пытаемся привыкнуть, что такое тепло. Я потерял, еще важно, потерял свой телефон со всеми моими классными фотографиями за полгода, наверное, которые там были, контактами и сим-картами, и всем. Поэтому, ну, у меня есть много фотографий с GoPro, поэтому материалы будут с GoPro. А пока восстанавливаем контакты и будем гулять по городу. Всем привет из Шамани. Так, ну вот идешь по городу, это город альпинистов. Кругом альпинисты, трекеры. Вообще не сравнить с Церматом. В Цермате как-то все более такая швейцарская выдержанность. Ну и, конечно, мы пойдем посмотрим, что есть в магазинах. Так, ну что, магазины, это просто вообще отдельное. О, у меня частота кадров под их цвет не подходит. В общем, тут есть все. Это просто рай. В общем, это потрясающе. Вот туда на гору, вот на ту, идет канатка. Там в конце на пике, я забыл название. Простите, я сегодня с утра не выспался, немножко информационно не подготовился. Но это вообще, это очень красиво, круто. А вон поехала. И вон туда на дальний пик, который торчит. Вот на вот этот. Вот там в конце стоит башня. Огромная. Привет Эмилю из Бишкека, который был здесь недавно. Шлю тебе, ну что, привет, друже, кепочка-то помогла, спасибо. Эмиль подарил мне кепку, пожелал, чтобы я здесь побывал. Я побывал здесь, наверное, буквально через месяц, может 2, как он мне ее привез и показывал мне отсюда именно фотографии. Так что, Лепрекон, всем привет. Так, ну вот смотрю на это все после нашего трипа с Маттерхорна в Цермат пешком, который мы, честно говоря, очень интересно шли. Мы отдыхали на тропе, как, я не знаю, как просто собаки спали, потому что по 2 минуты. Потому что за последние 4 дня на горе мы спали в среднем по 2,5 часа.
по 3. И то это такой сон себе был в холоде. И пока шли, мы, в общем, где-то в траву упали, лежим, все, надо отдых, потому что вообще сил нет, восстановиться нужно хотя бы 2 минуты сна. И нам повезло, что мы успели на последний поезд, который идет из Цермата. Как это называется городок? Куда мы там? Трем. Короче, я даже забыл, как он называется. В общем, городочек, где мы припарковали машину. И мы успели туда. А теперь я смотрю, я проснулся утром в машине. Витя героически сел за руль, а Коля поехал с ребятами в горы сейчас. Я не знаю вообще, как он это будет делать, но тут охрененно. В общем, 2 этажа. У нас чуть-чуть сейчас нет времени, а потом сюда зайду. Вон чувак висит, лезет куда-то. 2 этажа, и тут здесь все. Просто все. Короче, весь город на спорте. Все бегают, кругом альпинисты с ледорубами. Так приятно. Прям дома. В Швейцарии как-то, ну не так. Там все красиво, все, но так строго. Этот фильм будет больше экскурсионный. Конечно, мы залезем на одну гору, точнее маршрут, и это не Монблан. Я туда думал, конечно, сходить, но что-то после прогулки с Матерхорна до Цермата, кроме тапочек, ничего не хотелось одевать. Потому что я тут впервые, ну а потом уже по самочувствию смотреть, куда полезем. Первое, на что обращаешь внимание, приехав в Шамани, это то, что горы стоят очень близко. Это узкая долина, и поэтому все хребты расположены, вы видите их из каждого окна практически. Все очень яркое такое, все просматривается на все 360 градусов кругом горы. Изначально у нас, конечно, были грандиозные планы на это место, но ввиду того, что мы чуть подустали, я решил сделать больше экскурсионную прогулку. Ну вот, собственно, знаменитая канаточка на Агю-де-Меди. Это верхний пик, где такой шпиль торчит. Очень круто. Я еще не съездил, но посмотрим, может поднимусь. Вот и прилетели на нашем автозвездолете, поэтому еще не отдохнули. Ну и, собственно, парапланы, кругом парапланы. Мы в центре, там, где начался известный всем нам альпинизм. Вот. Посмотрите, в какой офигенный домик на колесах меня пустили пожить, пока ребята пошли вверх на гору. Богдан, спасибо тебе большое. Смотрите, я тут в палаточке тусил. Богдан говорит: поживи в машине. В такой машине я готов жить. Вообще просто класс. Смотрите, как можно оборудовать кайфово себе минивенчик. Это Ford. Матрасик. Ford Transit. Такой. Вообще класс. Сяду сегодня вечером, включу кинчик какой-нибудь, пообщаюсь с ребятами, с соседями. Тут парни из Швеции, классные пацаны такие, пришли, меня угостили супчиком из крапивы. Нарвали тут крапивы, сварили супчик. Притащили мне покушать. Круто. Так, ну что, я во Франции. Попал, ну, винный магазин это отдельно, винный отдел Карфура. Я вам скажу, будем тестировать. Я брал здесь в Европе вина там по 2 евро 75 центов. Скажу вам, очень достойные вина. Прям класс. Тут все весьма, ну, средняя полка там 5-6 евро.
Ну, есть там побольше. Есть еще такие. Ну, вопрос, что я не очень понимаю, что за вина. А приложение Vivino у меня не работает, потому что у меня интернета нет. Я бы сейчас проверил, конечно, по рейтингу, но будем тестировать обычным образом. Потом на Wi-Fi посмотрю. То есть вин очень много, и я не понимаю, конечно, какие что, но многие французские, большинство. Смотрите, кого я тут встретил. Понимаете? Вот так. Из Москвы в Шамани. Фанаточка. С собой до меди идет. Пошел в Карфур. А у них в воскресенье не работает. Ну там полдня. Капец. Сейчас еду искать. Ладно. Товарищ приедет. Что-нибудь осветим. Пока друзья ходили по горам, я отдыхал, гулял по городку, заходил в местные экипировочные магазины. Цены, хочу вам сказать, нелояльные. Я думаю, немножко отъехав от Шамани подальше, все можно взять по более комфортной цене. Ну, конечно, надо не забывать то, что это курортное место, курортный город, и все рассчитано на туристов, и все цены как бы заранее завышены. Было, конечно, большое желание подняться на Агю-де-Меди, канатную дорогу, но скипас в 75 евро, точнее скипаса разовый билет, тоже как-то так заставлял задуматься. Раз уж покупать билет на канатку, так может лучше уже сходить на Монблан, зачем просто на смотровую ехать, неинтересно. А на Монблан прямо сейчас мне не хотелось. И на самом деле погоды потом были не очень. Я не думаю, что там в ближайшие дни кто-то успел сходить на гору, поэтому я себя убедил, что, наверное, я не в последний раз здесь. Еще приеду, просто лучше уже спланировать непосредственно восхождение. Перекусив настоящим французским круассаном, скажу вам, они что-то знают. Я продолжил гулять по городу. Любовался горами, заходил в местные магазины снаряжения, смотрел, что новенького в мире есть. Прогулялся возле скалодрома, на котором проходил Кубок мира по скалолазанию. И даже попал на финал забега Монблан Рейс, который там больше 100 километров, кажется. Конечно, в этот район нужно ехать отдельной поездкой, потому что спектр вершин, маршрутов огромный. Там количество гайдбуков в магазине занимает целую полку. В зависимости от сезона можно заниматься совершенно разными активностями. От альпинизма, скалолазания до параглайдинга, скитура, фрирайда и много-много чего там еще есть. Так, немножко о кемпинге расскажу. Вот он кемпинг. Les Aroles. Вот прайсы. То есть вы отдельно платите за тент 4,90 и за человека отдельно идет плата 8,30, да. Если вы живете, например, вдвоем в палатке, то палатку вы делите на двоих. Ну и там втроем на троих. Ну, я думаю, есть какие-то ограничения. А так в кемпинге, что сказать, сейчас я его немножко покажу. Не очень любят, когда их тут снимают, поэтому я так, чуть-чуть. Вот очень много этих домов на колесах, минивенов. Кухни как таковой нет, холодильника нет здесь. Есть туалет, горячий душ, хороший, все, чистят несколько раз в день. Ну и места под палатку, зарядки. Все, газ тоже, газа нет. А в остальном вот так приезжают, то что у всех все есть, заправленное, и живут себе. И вон Агю-де-Меди. Так, ну что, после наших холодных ночевок на Матерхорне я чуть-чуть сходил в магазин. Взял себе бивакзак. Вот такой. Есть еще одна версия, она чуть потяжелее, там побольше, подороже, но я взял маленький, 155 грамм. Он с изоляцией тепловой. И я так понимаю, там что-то еще типа мембраны. Теперь эта штука будет со мной. И я всем рекомендую, кто идет в какие-либо горы,
купить эту вещь. Я давно еще хотел взять ее, но теперь она есть. Ура! Так, ну что, на Монблане народ там проветривает. Нормальненько, так я думаю, им хорошо, всех там продует, все спустятся, просвещенные, проветренные до самых этих. Даже Катя сегодня не пошла летать никуда. Даже меня бы унесло бы куда. Let's go! А этот замок какого-нибудь, не знаю, какого-нибудь 4-го там царя, как их там зовут. Régalé, donc Что, Stinker мы présent avec nous sur ce marathon du Mont на Blanc. выставке, Et где là, je me проходил pousse чемпионат des мира gens по qui viennent скалолазанию. pour prendre des rendez-vous et utiliser le patch Stinker, donc prêt à rétablir tout poumon pour gagner en énergie et en efficacité. Stinker. Хороший набор для хорошего вечера. Сходил в магазинчик, взял французского вина. Вино все меньше 3 евро. 2 там 20, 2,30, 2,50, там, ну, какое-то по 3. Самое простое вино, но я думаю, оно очень вкусное. Мы попробуем. Так, ну что, Шамани. У нас дождь. И мы идем возле фирменного магазина Нароны. Смотрите, прачечный в Шамани. И мы не достаем оттуда что-то, а ложим, если что. Вот, чтобы вы не думали там. Вот берете штаны, труселя, все, что у вас есть. 8 кило, 6 евро. Загружаете, ставите на стирку и идете жевать мороженку. Вот, Бобрик кидает монеточку, тыкает пальчиком. И счастливый забирает чистые вещички. Друзья, мы находимся в магазине, книжном альпинистском магазине в Шамани. Так, я извиняюсь за мерцание света, но тут, оказывается, у меня частота кадров настроена под электричество, которое у нас в Кыргызстане, а здесь все булымает, блин. И если я поставлю другую частоту кадров, будет борода на монтаже. Ну, в общем. Это все
по району. Наше новое место стояночки. Вот у нас тут такой. Это не бардак. Мы слышим снаряжение. Они готовятся провести марафон, забег. И вот достаточно активно все это дело подготавливают. Была выставка всех брендов, которые участвуют в этом виде спорта. Там вся экипировка: кроссовки, стельки, питание, одежда, стельки, там что угодно. Марафон Монблан. Там дисциплины достаточно такие бодрые. Где-то там висел прайс, точнее не прайс, а список дистанций. Достаточно серьезно. Но люди-то тут круто бегают. Тут целыми днями кто-то постоянно бегает. И вообще бегуны. Какой-то финишер побежал. Ну, мы решили сегодня сделать восхождение. Вот. И так как подъемничек, ну, во-первых, он рано не работает, во-вторых, мы решили им не пользоваться и пойти пешком по лесу вверх. Очень красиво. Так, ну что, мы прибыли на первую станцию под Агю-де-Миди. И вон канаточка поехала, собственно, на один из самых знаменитых в Альпах подъемников. Вот на вот эту вершинку. А мы полезем сегодня куда-то туда. Вот там дальняя Птидрю. Ну, это наша суровая банда. Вообще, конечно, очень красиво. Я не ожидал таких красок и форм рельефов. Мы набрали километр, ну, 300 почти. Ну вот. С шикарным видом на долину Шумани. Вон хижина. Смотрите, сурок, скалолаз. Сидит себе.
Именно так. Николя загнал нас на какую-то жесть. Давай ногу перекидывай. Левую. Там есть куда? Ну, зуб какой-то. Держись. Над пропастью не ржи. Вот так в Шаманях гребни ходятся. Выходишь, тут травка, тропиночки, цветочки, Агю де Миди. Вообще классный гранит такой, монолитный, прям круто. Короче, тут такой траверс, чтобы вы понимали. Вот эта полочка. И вот так. И туда. Такие гребни в Шамани. Очень приятные такие. Собственно, сам поселок. Гребни Вот Шамани. вот такие вот гребни мне вообще очень нравятся. Мне на них так вот. Да, да. Ты прямо его чувствуешь, он такой тык-тык. Тут бочком. Вот, смотрите, набили ступенек. Как люди спускались. И вот такие у нас виды. Так, ну что, мы вчера лазили на одну из дальних вершинок туда. Ну, маршрут точнее ходили, потому что маршрут называется Агю, если я правильно понял. Это пик, шпиль, игла, точнее, да, игла. Маленький такой коротенький маршрутик, но потрясающие граниты. Я наконец-то прикоснулся к гранитам Шамани. Это perfect. Просто нереально круто.
возле Матерхорнщины. Как я говорю, все это развалили. Граниты здесь потрясающие, просто класс. У нас были, конечно, планы с Колей. Коля хотел слазить на Тидрю, на маршрут American Direct. Но я думаю, мы позже к нему уже подготовимся. После сезона, может, там, следующим летом. Посмотрим. А здесь ребята, парапланеристы, тренируются. Они слетают с той вершинки. И вот здесь у них происходит тренировочка. Видите? Стабилизируют купол. Ну что, всем привет! Мы после нашего дикого кемпинга, после восхождения на небольшую местную вершинку, даже маршрут, я бы сказал, потому что на вершину мы лезть не стали, там пешеходная тропа. Но так как мы экономили на подъемниках, лишние 1300 метров набора и спуска, как бы, конечно, повлияло на время. Хотя поднялись мы за 2 с чем-то расстояние. Мы сейчас в Аржентьере. Переехали в кемпинг, помыться, зарядиться. И скажу вам, это шикарный кемпинг. Вот по сравнению с Лесаролис, где мы были, и там какое-то вообще постоянная, я не знаю, армия, построение, кто куда заехал, кто что кого, кто пришел, постоянно там контролирует, это тетя хозяйка или кто она. А то здесь вот смотрите, сколько все. Кайфово. И ценник тот же. Очень уютно. Кафешки, какие-то ресторанчики. Вот офис. Сейчас пойду заряжаться. Ну и немножко покажу душевые, туалеты. То есть с Лесаролисом это вообще ни в какое сравнение не идет. Душ и мойка. Ну, собственно, да. В Лесаролисе там вообще невозможно ничего делать. Так, извините за мерцающий свет. У меня все настроено под 60-герцовую световую электросистему. А здесь, то есть в Кыргызстане там 50, грубо говоря, а здесь все 60. Это блымает. Но если я переведу частоту кадров, я не соединю потом. О, кстати, да, я забыл мои шмоточки. Вот. Нажимаете ногой и течет вода. Ну, собственно. Офигенские душевые, крантики. Все, которые на датчике движения. То есть кемпингу респект. И я думаю, что это прям отличный выбор. Отсюда идет автобус в Шамани, и билеты на автобус выдают владельцы кемпингов. Поэтому, мне кажется, здесь очень круто. Ну что, вот такое место для отдыха. Диван. Мягкий диван. Наконец-то. Тут зарядочки. Всякие тут шахматы. Креселка. Ну, все очень уютно, классно. В общем, кемпингу вообще зачет. Классный. Кому надо будет интересно, я скину точечку. Вы посмотрите, кого мы такие поймали. Шаманийских винных пенатах. Сам дядя Вова. Рад видеть. Так, ну и что, у меня скоро автобус, и напоследок я нахожусь возле офиса гидов Шамани. Место, центр вселенной Альп. Вот оно. Здесь можно узнать сводки, погоды, состояние маршрута, получить консультацию и много-много чего.
Туристический центр. Пришли за халявным вайфайчиком. И вот, кстати, стульчики. Ну и, собственно, вершины. Вот на эту гору мы лазили не так давно.